Мы в Белграде, и это сердце не только Сербии, это сердце всех Балкан. Не зря же Белград был столицей Югославии. Это настоящий мегаполис с населением больше 1 миллиона человек, где бурлит жизнь. И Белград станет вишенкой на торте нашего большого балканского путешествия, которое мы начали еще месяц назад. Поэтому я предлагаю не затягивать время, а посмотреть город вместе с нами. Давайте посмотрим, какой он на вкус, на цвет, на запах и какой он по ощущениям, этот безумный Белград. Smo kao godišnja doba, kao nov dan koji donosi zora, koju čekaš sad sa mnom kao deo plemena moga. BS, još jedna godina rodna, BS, još jednom tu kao deo vaših života. Kao godina nova, povod za veselje, novi sindikat, ulice bruje širom cele zemlje. Novi sindikat i odjednom tebra život lep je, ceo DGB buši krišom, zvižduće i hejter. Zato i ti sad uhvati korak sa armijom, što odlučno podzemlje. А прежде чем окунуться в атмосферу сербской столицы, пару фактов о городе. Начнем с того, что Белград может спокойно претендовать на звание одного из самых древних городов Европы. Ведь он был основан еще в 3 веке до нашей эры кельтскими племенами. За свою историю Белград завоевывался чужестранными армиями 38 раз, но для балканских городов это в принципе нормальная история. Между прочим, именно в Белграде была открыта первая в Европе кофейня. По мнению историков, это случилось где-то в 1522 году. Так что ценители этого напитка могут взять себе на заметку. А Белградская пешеходная улица князя Михаила считается самой красивой в Восточной Европе. Достаточно смелое заявление, и мы это проверим. Кому же придется по духу Белград? Ну давайте обо всем по порядку. Во-первых, тем, кто устал от стерильности европейских городов и кому хочется чего-то более естественного, родного, душевного, панельного, спального. Во-вторых, тем, кто все же хочет в Европу, но по какой-то причине не может. Здесь вроде бы Европа, а вроде бы все такое знакомое, как будто никуда и не уезжали. В-третьих, любителям вкусно и недорого поесть. Белград — это действительно город ресторанов, баров, кофеен и всего прочего в этом духе. В-четвертых, тем, кто увлекается историей, архитектурой и религией. Здесь благодатная почва для новых открытий и есть на что посмотреть. А в-пятых, ценителям футбольной и околофутбольной романтики. Здесь вас ждет самое жаркое дерби не только в Восточной Европе, но и, возможно, во всем мире. Это противостояние белградской Цервеной Звезды и Партизана. Вообще, футбол у сербов в крови, почти как у бразильцев. Недаром стадион Цервена Звезда в народе носит название Маракана в честь своего старшего бразильского брата. На этот самый стадион я, как человек, который с 98-го года болеет за красно-белых, просто обязан был попасть. Но из-за того, что в Македонии пришлось сутки ждать результаты теста на ковид, это сделать, увы, не получилось. Как видите, можно с уверенностью сказать, что в Белграде каждый найдет себе занятие по душе. А мы начинаем. Если театр начинается с вешалки, то город начинается с рынка. А где найти настоящий местный колорит и вдохнуть истинный дух города без примеси туристического флера? Конечно же, на рынке или около рынка. Так что начнем знакомство со столицей Сербии именно отсюда, с рынка, который носит название Зелени Винац. Вообще люблю в каждом городе смотреть рынки. И прикольно, когда рынки — это не просто бетонная коробка, где торгуют капустой, а здорово, когда у рынка есть какая-то там предыстория, подоплека какая-то. И вообще, в целом, когда рынок является такой визитной карточкой города, аутентичный, атмосферный, колоритный. Вот Белградский рынок, кстати говоря, относится к этой категории. Здесь вообще супер колоритный, такой маргинальный бичевский пятачок. Макдональдс такой потрепанный, повидавший виды. Рынок. Рынок Зелени Винац далеко не самый большой в городе, но он, по отзыву местных жителей, считается главным благодаря своей универсальности и лояльным ценам. Здесь разбросаны лавки овощей, фруктов, молочно-сырной продукции, мяса, бакалейных изделий. В общем, всего того, что должно быть на уважающем себя рынке. Примечательно, что в отличие от большинства наших рынков, тут практически нет перекупов. Так, пару прилавков с апельсинами и бананами. В остальном же торгуют местные бабушки добром со своих огородов. Так что если любите покушать, любите готовить в путешествиях или остановились где-нибудь недалеко от этого места, то настоятельно рекомендую посещение этого рынка.
А теперь отправимся на главную пешеходную улицу Белграда, которая носит имя князя Михаила. Кто таков этот князь и чем знаменит, буквально в двух словах. В 1867 году, когда Сербия еще была под гнетом османов, сербский князь Михаил Обренович отправился в Стамбул на переговоры с султаном Абдул-Азизом. Дела у турков, стоит признать, уже тогда шли не очень, но тем не менее переговорщиком князь Михаил оказался неплохим и выбил сербам столь широкую автономию, что по сути это была уже независимость. Что же касается самой улицы, то некоторые наши путешественники называют ее Белградский Арбат, на что имеют полное право. Берет начало эта пешеходная улица от площади Республики и заканчивается, пожалуй, самым известным парком в Белграде, который называется Калимигдан. Туда идти? Нет. Ладно. Мы в парке Калимигдан. Спросите меня, чем же этот парк так знаменит? Да, в принципе-то особо... Бля, какую-то же несу пургу. Мы в парке Калимигдан. Спросите меня, чем же он знаменит? То, наверное, в первую очередь своей крепостью очень-очень внушительных размеров. Также в этой крепости представлена экспозиция оружия всевозможного. Танки, пушки и прочие орудия войны. Мы в музей не пойдем, сразу скажу, потому что этого добра хватает у нас в России. А вот... полетаем на квадрокоптере, здесь мы однозначно, потому что парк очень уютный, здесь очень зелено, много всяких старинных красивых зданий, и я думаю, будет интересно. Поэтому полетели! Друзья, а вот здесь в теплые летние вечера не найти свободного места, могу сказать однозначно. Потому что это одна из самых любимых локаций как среди горожан, так и среди туристов. Посмотрите, слияние реки Савы и реки Дуная. Одинокое дерево. Полное уединение. Это то, что нужно. Но мы пришли сюда утром, пока никого нет, для того, чтобы застать вот эту вот девственную тишину, нарушаемую только проезжающей баржей по реке, и передать картинку вам. Поэтому продолжаем путешествие по Белграду, такому разному, такому необычному, неоднозначному. Остановите меня, пожалуйста, ибо еще немного, и я тряхну стариной и перейду на рэп. И, кстати, без шуток, если бы Тупак Шакур родился не в Гарлеме, он бы точно родился в Белграде. Я думаю, всему виной атмосфера города. Эти обшарпанные панельки, подпирающие небо, брошенные здания, мосты, трубы заводов — это просто квинтэссенция безнадеги и беспросветности. Пожалуй, лучшая почва для уличной поэзии. Кстати, до Зимуна можно добраться на автобусе за полчаса за 150 сербских динар. Итак, мы в Зимуне, это бывший город Сербии, а сейчас, как это бывает, это уже район Белграда. Здесь есть все, за что мы так любим Балканы. Извилистые, узкие, переплетающиеся улочки, ярко-красные черепичные крыши. Это непередаваемый древесный дым из печей. В общем, город в городе, по первым ощущениям, да. Он не похож на Белград, как будто бы ты въехал в какой-то маленький провинциальный городок, живущий своей жизнью. Так и есть, Зимун провинциален, размерен и нетороплив. Как этот самобытный австро-венгерский городок вообще может быть частью Белграда, непонятно. Однако, как оказалось, милый и тихий сегодняшний Зимун не обошли лихие 90-е. В это время здесь орудовала преступная группировка, известная в том числе и резонансным убийством премьер-министра Сербии в 2003 году. Hello? Can I make video? Here is house. It is house. Так что район не так прост, чего стоит одна местная шутка. Почему в Зимуне не падает снег? Боится, что его побьют ногами. А вообще здесь хорошо, поэтому будете в Белграде, обязательно заскочить. Одно из любимейших сербских блюд, сараевский цевап называется. Это вот такие вот мясные котлеточки, что это, не знаю, в Пите. Их едят везде, в принципе. Очень много заведений, которые специализируются вот именно на них. А вообще местечко классное. Это Зимун. Здесь центральная площадь, рыночек на этой площади. Очень-очень. Так что попробуем, что здесь такое, с чем это едят. Как это вообще едят.
там соус какой-нибудь есть? Нет, только лук. Чевапы или чевапчичи – главный фастфуд. Да что там фастфуд? Полноценное главное блюдо балканских народов. И пусть вас нисколько не смущает то, что я жевал их с кислой миной и не восторгался на камеру. Поверьте, ребята, я себя сдерживал. Так что, когда вы будете в Сербии и захотите поесть в Макдональдсе, просто гоните от себя эту мысль и идите в первый попавшийся ларек, купите чевапов и почувствуйте себя настоящим сербом. За моей спиной башня Градыш, одна из главных достопримечательностей Земуна, построена еще в 1896 году властями Австро-Венгрии, в состав которой этот город тогда входил. А это наш квадрокоптер, который сейчас покажет вам ее чуть под другим ракурсом. Давайте попробуем. Возвращаемся в центр Белграда, в район Скандарлия, который называют ни много ни мало белградский Монмартр. Сейчас мы прогуливаемся по богемному кварталу Скандарлия. Если ударение поставил неправильно, пусть знатоки меня поправят. Место действительно атмосферное, немножко психоделическое, очень напомнило Ужупис литовский или район Метелково, где собираются творческие люди в Любляне. В 1977 году парижский Монмартр стал побратимом Скандарлии. Французские художники, музыканты и актеры не раз были гостями белградских улиц. Здесь, как и положено в местах подобного толка, вне зависимости от города, ярко, стильно, барно, ресторанно и немножко грязновато. Однако это не портит впечатление от места, и я уверен, что летом здесь будет особенно приятно. С марта по июнь 1999 года проходила операция НАТО против Югославии, которая называлась «Милосердный ангел». И вот это следы в назидание потомкам о той операции. За 76, по-моему, дней было сброшено порядка 23 тысяч бомб. В марте 1999 года с молчаливого согласия стран ООН и мирового сообщества НАТО и США наносили целенаправленные удары по школам, больницам, детским садам и промышленным объектам. Причем использовали они запрещенные кассетные бомбы с объединенным ураном. Как итог этих действий, одной только ртути в Дунае попало выше 5 тонн. Что касается населения, то сейчас в Сербии практически в каждой семье есть, если не онкобольной, то человек с каким-либо аутоиммунным заболеванием. Так что решение оставить разрушенное здание Министерства обороны, как напоминание о тех страшных событиях, я думаю, вполне логичный шаг. Мы продолжаем гулять по Белграду. Белград – это как одеяло, сшитое из разных лоскутов. Настолько он неорганичен, настолько он разношерстный, настолько он контрастный. Я, честно говоря, видел много контрастных городов, но Белград сейчас просто переплюнул все их. И ко всему этому Белград очень неопрятный. Есть города потертые, неряшливые такие, как, например, некоторые итальянские города. Но вот здесь он просто неопрятный, неубранный, немножко дурно пахнущий местами. Пока он в один пазл не складывается в одну картину. Он очень разнородный. Но вот в этой своей неорганичности и в своей контрастности и есть определенная фишка Белграда. Когда ты идешь по холмистым, таким турецким улочкам, потом попадаешь на мощенные улицы, которые похожи на Чехию там, или не знаю. И действительно, Белград удивительный город, где все переплелось и спуталось в один клубок. Для того, чтобы попасть в другую страну, достаточно просто свернуть с одной улицы на другую. Наверное, в силу его многоликости в голове так и не сложился единый образ, под который можно было бы подогнать столицу Сербии. Белград — это немножко Париж, Стамбул, Петербург, Лондон, Прага, Рим, Буэнос-Айрес. И все это приправлено совковым шармом угрюмых панельных домов. Простите меня, но как такое вообще можно совместить в одно целое? Пожалуй, я так и не понял. Красный нос говорит о том, что мы сегодня намерзлись. А вот и долгожданная белградская квартира, в которой мы заселились. Как я люблю, когда много света. Вот за этим столиком сегодня, если поджелудочная не откажет после буреков, Обещание. будем дегустировать вино. Вот. Сербское вино. Итак, давайте дальше посмотрим, что же такая за квартира. Старый ламинатик. Отлично, отлично. Много шкафов. Спальня.
Тоже прекрасно. Вид на О, есть прикроватная тумбочка. мост магистраль. Замечательно, отлично. Шум будет успокаивать. Но самое главное, Ну, друзья, а здесь старый рояль, на котором скорена Элтон Джон. если вы Сочинял умеете баллады. играть, то, пожалуйста, играйте. If you can play, please don't. Вот. Вот don't play. То есть, если вы можете играть, то играйте. Если не можете играть, то, проще говоря, не умеешь. А я вынужден констатировать, что за проведенные 5 дней в Белграде мы так и не смогли раскусить и распробовать этот город. Белград оказался крепким орешком, который однозначно заслуживает второго шанса и гораздо больше времени. А мы, в свою очередь, постараемся вернуться сюда, но уже без камер, записей, суеты и спешки. Но это будет совсем другая история. Ты потратил нам нервы не зря. Мы вряд ли вернемся сюда, но, быть может, когда-нибудь мимоходом вспомним о тебе, братишка. Ты такой не похожий, неоднородный, неоднозначный, как стрижка у мальчишки. Этот биточек пусть ласкает твой слух, как белградские бродячие музыканты на проспекте Князя Милоша. И этот мусончик пусть ласкает твой слух, как песни бродячих музыкантов, что за души цепляют, словно якорем цепляет старый моряк грунт. Я накидываю на эту камеру шапочку и заканчиваю. Заканчиваем трансляцию.